Здравствуйте, я Лилия Игликова. Вы на канале Евразия-24, информационно-аналитической платформе для тех, кто думает о будущем своей страны и мира и не боится задавать вопросы. Гость нашего эфира сегодня – главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо», ведущий программы «Геоэнергетика Лайв» Борис Марцинкевич. Он на связи с нашей студией из Москвы. Борис Леонидович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. И поскольку в этом году видимся первый раз, на всякий случай всех с прошедшими многочисленными праздниками. Будем Спасибо надеяться, огромное. что этот год будет немножечко светлее и теплее. Вас также с наступившим Новым годом, и ваши пожелания принимаются. Сегодня будем говорить о геоэнергетике. Если суммировать европейскую аналитику, то получается примерно такой вывод. Энергетический кризис в Европе, начавшийся в 2022 году из-за конфликта на Украине и санкций, привел к резкому росту цен на газ и электроэнергию. Это я сейчас цитирую такую выборку из публикации. А это привело к энергетической напряженности, удорожанию производства, инфляции, социальной напряженности, энергетическая бедность, неспособность оплачивать счета и резкий рост цен, который сейчас фиксируется. В 2022 году он достиг 2000 евро за 1000 кубических метров. Это привело к такому решению, к необходимости поиска новых поставщиков и ускоренному переходу к возобновляемым источникам энергии, которые, как отмечается, впервые обогнали ископаемое топливо по выработке. Вот у меня вопрос. Как это так? Они же не сами пришли к такому выводу, что, во-первых, зеленая энергетика была всегда дороже, чем традиционная. И чтобы выйти из кризиса, они предлагают перейти на эту же зеленую энергетику. Вообще, эта идея зеленой энергетики, откуда она появилась? Если анализировать, был такой Альберт Гор, вице-президент при Клинтоне, и после него появился такой проект, как Грета Тунберг. Если Гор говорил о том, что климатические условия должны сейчас перестроить всю энергетическую систему государств, то Грета Тунберг продолжила, и к чему это привело, мы видим. Вот как так, по вашему мнению, сесть на грабли и не вставать с них? И кризис все углубляется и углубляется. Что это, по вашему мнению? Давайте по порядку. На мой взгляд, это, конечно, использование мозгового аппарата облегченного образца, попробую немножечко доказать. То, что необходимо развивать альтернативную прерывистую генерацию, она же зеленая, это решение 2009 года, директива о ВИЭ появилась именно тогда, никакой связи ни с какими кризисами не было. Что касается системы ценообразования, то в 2011 году была принята целевая программа целевого рынка, как сейчас это звучало-то, целевое состояние европейского газового рынка, по-моему, вот так. То есть именно в 2011 году было принято решение отказываться от долгосрочных контрактов, отказываться от привязки к стоимости нефтяной корзины по природному газу с тем, чтобы перейти только на ценообразование на газовых хабах, считать как на биржах газовых. Никакого влияния России здесь не было, это исключительно самостоятельное решение. Кризис, о котором сообщают европейские СМИ, начался, конечно, не в 2022 году, это, простите, откровенная ложь. Может быть, конечно, из-за событий февраля 2022 года, в декабре 2021 года 1000 кубометров стоило $2000. Может быть, у нас там причинно-следственные связи нарушились, и надо использовать уравнение общей теории относительности Эйнштейна, я не знаю. Но надо смотреть на реальность. Реальность такова, что вот это введение всех положений директивы о ВИЭ, директива в Евросоюзе – это тот документ, который не обсуждается национальными правительствами, он просто исполняется. Это и массовое строительство солнечных ветряных электростанций, это преференции по налогам, это преференции для всех
операторов объединенных энергосистем, для всех руководителей энергобирж, прежде всего покупается электроэнергия, выработанная на солнечных ветряных электростанциях. То есть, грубо говоря, идет дискриминация традиционной генерации, а для газовой, для угольной генерации это достаточно сложно. У нас хороший ветер, у нас хорошее солнце, давайте выключим угольную электростанцию. Прекрасно. Потом пришли тучи, ветер стих, и газовую электростанцию надо умудряться из полухолодного состояния выводить на 100% мощности, потому что в объединенной энергосистеме дефицит. Не предназначены для такой раскачки ни газовые, ни угольные электростанции. Есть газовые пиковые электростанции, но тогда надо было делать ставку на них и строить их в большем количестве. В 2024 году, после долгой паузы, в европейские СМИ один раз сумела выйти ассоциация ЭНСОЭ. Это Ассоциация Объединенных Энергосистем Европы. И это, кстати, еще один из мифов, что есть некая объединенная энергосистема всей Европы. Это неправда. На территории Европы объединенных энергосистем 6 штук. Вот они свой вывод сделали. Это было в 2024 году. Для того, чтобы обеспечить свободные перетоки электроэнергии из регионов энергопрофицитных в энергодефицитные, надо резко увеличивать пропускные способности электросетей. По оценкам НСЭ в 2024 году, если прекратить строить ветроэлектростанции и солнечные электростанции, вложение требовалось около 1 триллиона евро. Их не услышали, второй раз им выйти на связь не удалось. О том, что их выводы верны, мы увидели весной 2025 года, когда в блэкаут сорвалась Испания. Проблема все то же самое. Слишком много зеленой генерации, слишком мало традиционной генерации. Вот результат. Так что говорить о чьем-то влиянии нет. Все было разработано совершенно самостоятельно, утверждено, проголосовано, аккуратно введено. Целевая модель европейского газового рынка в соответствии с документами Евросоюза должна была вводиться в 2019 году, вот ее и ввели. Да, была пауза, не сразу все это сказалось, поскольку на тот момент была пандемия и было просто падение спроса на электрическую энергию, на все виды энергетических ресурсов. Как только закончилась пандемия, сорвались в кризис. 2021 год. Вот, собственно говоря, и вся картинка. Международный валютный фонд, как выяснилось, есть такой документ, рекомендовал сохранить традиционную электроэнергетику европейским странам. В частности, Германии. На ней был сделан акцент. Но, тем не менее, почему-то Германия прикрыла все свои атомные электростанции. Это решение внутри германское. Связано оно было с какими-то трениями коалиционных партий. Было достаточно велико влияние зеленых, и при Ангеле Меркель вот это решение, взяв в качестве причины ситуацию, сложившуюся на Фукусимской атомной электростанции, видите, как опасно. Давайте все закроем. Закрыли. Теперь мы слышим недоканцлера Мерса, который говорит о том, что совершенно напрасно мы это сделали. Что можно сказать по этому поводу? Можно тогда вспомнить и Ангелу Меркель, которую называли мамой 2 детей. Первое – это переход на АВИ, и второе – это миграционная политика Европы. Про миграционную политику это точно не со мной, тут я не специалист. Нравится им разнообразие, пусть принимают такое количество новых жителей, сколько хотят. Что касается Ангелы Меркель, я напомню, ситуация с северными потоками. Почему она, собственно говоря, касалась прежде всего Германию. Так называемые региональные газовые хабы. Вот сейчас тот хаб, который определяет стоимость природного газа для всей Европы, собственно говоря, это TTF, это Голландия. Что было бы в том случае, если были бы реализованы оба северных потока, и первый, и второй? В этом случае через Германию физических объемов газа проходило бы более 100 миллиардов кубометров. Германия к этому готовилась. У нее было 2 газовых биржи, они их объединили в одну. 2 возникли исторически, потому что шел поток газа с Гронингена с высоким содержанием азота. И шли поставки из Норвегии и из России, где азота не было, где максимальное количество метана, это было 2 разных биржи. Нидерланды прекращали добычу на Гронингене, сворачивали ее постепенно. Германия принимает решение, что биржа будет единая.
Соответственно, через эту биржу проходил бы газ не только из северных потоков, но и тот газ, который шел по магистральному газопроводу Ямал-Европа, по тем двум морским газопроводам, которые шли из норвежского сектора Северного моря. В этом случае именно немецкая биржа определяла бы цены на газ на всю Европу. Они от этого отказались, позволив провести террористический акт. Теперь они как горячую картофельную перебрасывают, кто же это сделал. В России был интересный фильм, сериал, где тоже один из героев спрашивал, кто это сделал. Ну, кто-то это сделал. Теперь что у нас получилось по Германии? Угольную генерацию практически свернули. Атомную красиво взорвали градирование последних атомных электростанций. Газовые потоки не работают. При этом Ямал-Европа технически абсолютно исправен и может быть включен просто в любой момент. Никто этим не занимается. Германия мгновенно перестала быть энергопрофицитной страной. Это сейчас одни из крупнейших объемов импорта, в основном из Франции, из той самой Франции, где по-прежнему в энергетическом балансе более 70% у атомных электростанций. Вот то, чего добилась Германия. Да, она вложилась в то, чтобы построить, приобрести, взять в аренду регистрационные терминалы. Но оказывается, кроме того, что возле берега нужно организовать там какую-то пристань, защитное сооружение и прочее, оказывается, надо еще трубопроводы провести в обратном направлении. Не с запада на восток, не с востока на запад, не изнутри Европы к берегу, а в обратном направлении. С этим мы тоже не справляемся. Зеленая генерация не спасает, она по-прежнему остается прерывистой. Как себя чувствует бизнес, ну, мы видим. Не очень удобно себя чувствуют, допустим, производители стекла. Вот у них, не знаю, там 1000 тонн жидкого стекла. В это время закончился ветер. И новые какие-то технические решения, связанные с накопителями энергии, да, технически это возможно, как это выглядит финансово, пока еще до конца не ясно. Насколько это делает, оказывает серьезное давление на тарифы, пока еще не разобрались. Они только-только появились, каков у них КПД, сколько циклов зарядки, разрядки они выдержат и так далее. Это вот сейчас в режиме эксперимента. Но если ученые сначала экспериментируют на мышках, то в Европе почему-то экспериментируют на самих себе. Ну, такой стиль. Будем наблюдать. Нам удобно. Мы сидим и смотрим. Посмотрим, во что это выльется. Да, Борис Леонидович, но все-таки, если искать корни этого кризиса, то, наверное, нужно собрать такие факты воедино. Альберт Гор, о котором я сегодня уже говорила, в 2007 году получил Нобелевскую премию за вклад в повышение, цитирую, осведомленности об изменении климата. Да, действительно, как вы отметили, уже кризис в энергетике начался задолго до 2022 года. И если взять, если я не ошибаюсь, 2014 год, то уже тогда цены на газ значительно выросли, и на этом фоне Европа отходит от долгосрочных контрактов с «Газпромом». Вот по вашему мнению, для чего нужно было европейцам переходить на спотовый рынок с Россией? Первое. И второе. Сейчас все валить на санкции, конечно, очень удобно, но ведь автором этих санкционных требований была не Россия, это были антироссийские санкции. Вот мы же привыкли апеллировать к здравому смыслу, и в этой ситуации непонятно. На протяжении многих лет Европа пилит основу своей промышленности. Ну, вот так сложилось, что вот в эти годы до 18-го я в этой Европе обитал, и ту пропаганду, которая шла, я многократно слышал. Директива АВИА продвигалась под тем соусом, что стоимость электроэнергии упадет раза в 2 как минимум. Потому что мы же ничего не покупаем, у нас солнце и ветер бесплатно, и будет у нас все просто замечательно. Это первый момент. И второй момент, почему переходили на биржевую торговлю,
Есть комплекс полноценности, такое, наверное, психиатрическое заболевание. Была абсолютная убежденность в том, что европейский рынок настолько привлекателен, что все страны мира будут стремиться на него попасть и будут соглашаться на любые условия, которые бы тут не придумали. Ну вот придумали. Новых поставщиков, ну, я, собственно говоря, так увидеть не смог. Трубопроводный газ как шел из Норвегии, Азербайджана, Алжира, России, так и идет. СПГ поставляли с Соединенных Штатов, начиная с 2015 года. Тоже сказать, что они новые. СПГ по-прежнему поступает из того же Алжира, из той же Норвегии. Теперь в обратную сторону, вот там бусы и жемчуг, так скажем. Сжиженный природный газ поступает с Тринидада и Тобаго. Замечательный новый поставщик. Правда, находится это все в операционном управлении компании ExxonMobil. Соответственно, в Европе могут говорить, что мы покупаем американский газ. Ну, правда, произвели его вот в Тринидаде и Тобаго. Результат абсолютно закономерный, то, о чем говорили. Говорить о том, что можно надавить на Соединенные Штаты и газ подешевеет, ну, не подешевеет. Потому что есть такое управление информацией при Министерстве Соединенных Штатов, они четко фиксируют, кто покупает газ сжиженный на территории Соединенных Штатов. Покупатель номер один – компания Total Energy. Покупатель номер два – компания Shell. Покупатель номер три – BP. Эти компании покупают СПГ в Соединенных Штатах на основании действующего американского законодательства, не нарушая ни один закон. Особенность торговли с Соединенными Штатами СПГ, поставки осуществляются на базе ФОБ, Free on the Board. То есть с того момента, как СПГ перелит в танки газовозов, это собственность покупателя. Куда он повезет дальше, никому в Америке дела нет. Он за все заплатил, все в полном порядке. Дальше судно, танкер, газовоз пересекает Атлантический океан, прибывает в Европу. И на основании действующего европейского законодательства выходит на торги на бирже TTF. Вот какая цена там образовалась, по такой и продаст. Кого можно обвинять в том, что цены высокие? Разумеется, того, кто завязал всю торговлю газом на эту биржу TTF. И когда месье Макрон говорит, что кому сейчас как поедет в Соединенные Штаты, как там надавят на американцев, чтобы они газ дешевле продавали. Не надо никуда ездить. В соседний квартал, в штаб-квартиру компании Total, попробуй с ними поговорить. Доедь до Голландии, поговори с руководством хаба TTF. Может быть, с ними о чем-то договоришься. То есть Европа все эти правила придумала сама, она по ним живет, и кому она на них жалуется. Это их самостоятельная разработка. Месье Макрон, так же, как и Мерц, уже заговорили о необходимости начинать дипломатическую работу с Москвой. Может быть, припекло уже? Может быть, но у них в обычных случаях от слова до дела расстояния такие гигантские получаются. Подготовка к началу, к возобновлению контактов с Москвой может длиться достаточно долго. В случае месье Макрона может закончиться тем, что с Москвой будет разговаривать не месье, а мадам. Ну, как вариант. Ведь это же приятно поговорить с французской женщиной, хотя ее не пускают к выборам. Решатся они на эти переговоры, ну, пусть пробуют. Когда это будет? То, что Россия открыта к контактам, повторяется, по-моему, по несколько раз в день. Контактов не видим. Да и не очень понятно, есть ли смысл контактировать, ну, допустим, с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. Она недавно провозгласила, насколько обстановка изменилась. Может быть, вот в таком состоянии удобно разговаривать, не знаю. Если говорить о зеленой энергетике, у нас доля ВИА тоже очень быстро растет, уже достигла 13% у нас в Казахстане. И вы уже отметили некоторые минусы этой энергетики, этой разновидности. Но если говорить конкретно о Казахстане, она введена без приспособления к энергетической системе. Получается, что днем, пока солнышко светит, электроэнергия есть, вечером ее выработка снижается, если это солнечная. Но диспетчер обязан брать столько зеленой энергии, сколько ее вырабатывается, и по цене поставщика.
Получается, что за счет роста тарифов производитель выигрывает, но в России, насколько мы знаем, несколько по-другому устроена сейчас работа, и на законодательном уровне выстроена система по другим правилам. Диспетчер принимает ту энергию, которая дешевле на какой-то определенный момент, будь это солнечная, ветровая или зеленая энергия. Ну, Правильно вот ли эти мы понимаем? изменения Да. в российском законодательстве произошли стремительно. Я за этим весьма внимательно наблюдал. России повезло с тем, что достаточно большой срок успел отработать министром энергетики Николай Григорьевич Шульгинов. Профессиональный энергетик, который вот совсем недавно отметил 35 лет в отрасли. Он по окончании профильного института пришел помощником диспетчера на электростанцию и дорос до министра энергетики. Он именно электрик. В 2021 году на Российской энергетической неделе было выступление Владимира Путина, который заговорил о том, что энергопереход, декарбонизация, да, конечно, это очень полезно, но единого сценария быть не может. Каждая страна этот сценарий должна вырабатывать самостоятельно, так как ей диктуют ее климатические особенности, географические особенности, демография, развитие экономики и так далее. Достаточно революционно прозвучало. Через час после его выступления выступил Николай Григорьевич Шульгинов, который сказал, конечно, поставленная цель добиться углеродной нейтральности к 60 году возможно, но для этого необходимо перейти на разработку схемы программ развития на 5 лет вперед централизованных и поручил это системному оператору. Поскольку это было сразу после выступления президента, желающих сопротивляться не было. Публика, придерживающаяся либеральных взглядов, на тот момент находилась в состоянии легкого грогги. И они это пропустили. Пропустили приказ Министерства энергетики о том, что системный оператор имеет право отключать те электростанции, которые считает нужным. Будем искать ответы на озвученные вопросы и ждать хороших новостей. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо. Надеюсь, что будем встречаться чаще.